Николай, а почему жилой комплекс называется Summer 365? Дело в том, что название состоит из двух разных элементов. Summer и 365. С 365 все достаточно просто. Это про то, что можно жить 365 дней в году, причем не выходя из комплекса. Это из-за нашей коммерции. Все наши коммерческие помещения задуманы для того, чтобы решить разного рода проблемы. Например, для тех, кто живет в Батуми, простоять в пробках лишних 15 минут – это целая новость. А если нужно пройтись пешком 20 минут, то лучше вызвать такси. А здесь, в Батуми, расстояние и время – это не то же самое, что в крупных городах. А в Батуми можно за пару часов успеть провести 3-4 встречи. Хватает времени на семью, друзей. А выезды на природу можно делать хоть каждый день. Но есть особенность. Различные помещения для бизнеса зачастую сначала открываются, а потом через время закрываются. Или вообще многие коммерческие помещения часто пустуют. Поэтому жители Батуми ходят в одни и те же места и знают, когда открывается что-нибудь новое. А если все же бизнес сумел закрепиться на одном месте более 2 лет, это очень много значит. Это значит, что жители довольны этим местом. Поэтому часто приходится перемещаться между районами, чтобы удовлетворить абсолютно все свои потребности. В связи с этим мы решили сделать не просто жилой комплекс клубного типа, а упаковать его всей необходимой коммерцией, так, чтобы не нужно было часто выходить из ЖК. Цель всех этих мероприятий – сделать жилой комплекс автономным. В том смысле, чтобы можно было жить, работать и отдыхать в одном и том же месте. Пересмотрев все позиции, которые действительно нужны каждый день, мы полностью запроектировали детский сад, фитнес-центр с бассейнами, коворкинг и отдельные офисы, салоны красоты, косметологию, рестораны, библиотеку, картинную галерею, ателье, химчистку, аптеку, кинотеатр, большой гастромаркет, барбершоп и другие. По сути, жилой комплекс превращается в мини-город в городе. После того, как власти утвердили нам этот вариант концепции, мы занялись архитектурой и поиском грузинской идентики. Summer – это лето. У нас была гипотеза, и социологи ее подтвердили. После опросов оказалось, что Грузия популярна именно грузинами. Да, здесь природа меняется каждые 50 километров, здесь превосходная кухня в разных регионах, все виды спорта на любой вкус, вино, культура застолий, чистейший воздух, горы, море в конце концов. Но все это не имело бы значения, если бы не люди. Люди, грузины, картвелы, очень чисты душой и всегда готовы выслушать и помочь. Именно люди больше всего цепляют тех, кто сюда приезжает, и позже они решают остановиться, пожить. В Батуми люди такие теплые, потому что у них живет много лета внутри. Так и закрепилась часть названия Summer. Спасибо, Николай. Про Summer действительно не догадаешься, если не знать. Говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Скажите, а что изменилось после того, как ЖК приобрел такое имя? Summer 365 теперь это очень крепкое название, и весь жилой комплекс начал вращаться вокруг него. Например, дома называются в честь летних месяцев: июнь, июль, август и маленький сентябрь. В Грузии официально летние каникулы длятся до 15 сентября, и все образовательные учреждения начинают свою работу во второй половине сентября. А второй яркий пример, это наши уникальные ремонты. Мы знаем, что обычно жители не спешат заезжать в новое жилье из-за постоянных сложностей с соседскими ремонтами. Поэтому мы разработали 4 разных типа ремонта и назвали их весна, лето, осень и зима. Они не похожи друг на друга, так же как и эти времена года. Сейчас каждый может купить квартиру и одеть один из 4 видов ремонта. Этого достаточно? Да, вполне. Тут вопрос про ремонты. Некоторые хотят купить и сделать свой собственный ремонт. Что вы думаете на этот счет? Я советую купить сразу 2 квартиры.
Первую с ремонтом, а во второй утолить ту самую жажду креатива. Сейчас не буду рассказывать про сложности ремонта, но подчеркну, что жилой комплекс бизнес-класса подразумевает, что покупатели и жильцы умеют считать свои время и деньги. А смысл в том, что застройщик покупает материалы напрямую с заводов с огромными оптовыми скидками, а строительные бригады выполнят ремонтные работы быстрее и дешевле, чем в розницу. Я думаю, что самому сделать ремонт квартиры не получится дешевле, и поэтому мы предлагаем купить ремонт на старте по крайне низким ценам. В самом начале вы много рассказывали про коммерческие помещения. Как вы их придумывали и проектировали? Это легко. В нашем случае не потребовалось на это много времени и усилий. Главное — это желание. В нашем случае нужно было просто прожить один полный день в таком жилом комплексе. Как бы визуализировать его, и тогда станет понятно, какие помещения нужны. А коммерция немного менялась поначалу, но архитекторы и проектировщики верно расставляли приоритеты и добавляли много качественного креатива. Все-таки архитекторы и проектировщики — это большая, знаменитая и опытная команда. Они спроектировали и сдали в эксплуатацию больше десятка проектов похожего смысла и размера. Поэтому спроектировать коммерцию в Summer 365 уже не составляло труда. Они учли все изъяны, которые выявились в других ЖК только в процессе их жизни. Какие изъяны вы имеете в виду? Ой, их много, очень много. Возьмем примерно каждый день. Это люди с ограниченными возможностями. Почему-то бытует стереотип, что это обязательно должны быть инвалиды в колясках. Это не так. Каждый из нас иногда является человеком с ограниченными возможностями. Мамы с колясками, люди с чемоданами, большими пакетами, просто пожилые люди, хромой человек, велосипедист или самокатчик, дети, в конце концов. Это все люди, для которых высокие ступеньки, крутые подъемы, узкие проходы, все это вызывает негатив каждый раз. Конечно, они постоянно ругаются на тех самых строителей, а иногда могут и всю родню их вспомнить. Так вот, мы избежали всех таких мест и сделали безбарьерную среду, и жильцы останутся довольны. Понятно. Можете привести еще примеры? Конечно, могу. Давайте про шум и свет. Я имею в виду, когда смотришь на мастер-план какого-то будущего ЖК, его рендеры, то там показано красиво и сделано на совесть. Но когда поживешь в своей квартире, то сразу становится понятно, что при покупке нужно было обращать внимание на неожиданные детали и потратить чуть больше времени. Бывает, что спортивную площадку сделают посреди двора. Такую, знаете, в металлической клетке, и баскетболисты могут до часа ночи стучать мячом. Этот звук будет отражаться от фасадов и мешать жильцам. То же самое и со светом. Когда не делают цветовую карту и не считают цветовое загрязнение, то можно здорово навредить как жильцам, так и природе. Птицы и другие животные не в восторге от этого. На каждую деталь нужно обращать внимание. А бывает, что поменяв одну маленькую деталь в архитектуре, можно сломать всю задумку автора-архитектора. Однажды наш архитектор сказал мне такую фразу: «Настоящий архитектор тот, кто в ответе за конечный результат». Это значит, что архитектор может сделать всю начальную работу и получить гонорар, но архитектором этого проекта он сможет себя назвать только если жилой комплекс достроился без отступлений проекта. Расскажите про архитектуру. Она очень необычная. Архитектура действительно необычная, с вами соглашусь. На это снова потребуется много времени, да и нужно покопаться в старых материалах, поднять всю историю, поговорить с архитекторами. И обязательно об этом расскажу просто в следующий раз.